Магию хотите? Смотрите, компьютер здесь есть, изображение на телевизор есть, а проводов нет. И это, кстати, не в режиме скринкастинга, это с помощью вот таких вот штук, которые называются беспроводные HDMI кабели. Вот такие вот. Это передатчик, да, это передатчик, это приемник. То есть по факту 30 метров, Full HD, хорошая связь, 5,8 ГГц, спокойно работает и в мультимониторинге, имеется в виду, можно использовать для компьютера, либо для передачи сигнала с ТВ-бокса на Full HD какие-то решения, без HDR. В общем-то, дешево, сердито, на канале Технозон, поехали. Ну что, друзья, вот мы смотрим на них на AliExpress. Именно там я их брал. И вот очень интересно то, что они есть разных версий. Разных версий у них черненький, беленький, это обыкновенные, которые идут Type A на HDMI. Да, Type A это питание, HDMI это у нас передатчик и трансмиттер, да, и приемник и передатчик. Есть у нас золотые, Gold Metal, есть черненькие, ну в принципе у меня, да, беленький и черненький, да, два штучки. А есть еще интересная вещь. Есть смартфон, либо компьютер через Type-C, если у вас, например, на компьютере Thunderbolt с DisplayPort, либо просто-напросто ваш смартфон поддерживает технологию MHL, да, вы можете к нему подключить и транслировать куда вам удобно. Это тоже очень классно. Стоят, допустим, вот эти вот по 23,57, при этом они могут быть еще дешевле с нашими промокодами. Золотой почему-то стоит 27,74. И вот эти вот штуки дороже, $33, но это уже вам выбирать, что вы там сами по себе хотите. И вот они заявляют, что это plug-and-play устройство, 1080p HD, длинная дистанция и, конечно же, подходит для встреч, ну вот именно для митингов, для презентаций, то есть для этого, в принципе, используют. Ну, либо в каких-то вариантах, когда вам не нужно что-то такое сверхтребовательное. Ну, как они пишут, input device, лэптоп, компьютер, set-top box, game-консоль, но здесь 100 миллисекунд задержка. Games-консоль, я не уверен, что она подходит. Важно учитывать, что здесь есть конкретно приемник-передатчик, и у нас есть, видите, mirror mode, расширенный экран, то есть он работает и как именно расширение, как второй монитор, не обязательно просто как зеркалирование, а больше тут ничего не нам интересного и не написали. То, что встроенная антенна и до 30 метров, как они заявляют, а больше ничего здесь нет. Ссылка в описании под видео, подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали тестировать вживую. Итак, смотрите, мы их вот сейчас с вами распакуем. Выглядят они именно в пакетах, приходят очень-очень быстро. Что за неделю, да, по-моему, к нам доехали с Алиэкспресса. Смотрите, что у нас тут в самих этих ресиверах и трансмиттерах есть. Вот он. Есть скрепка, кстати, обыкновенная. Обычная, да. Обычная. И есть у нас, смотрите, есть у нас это то, что включается в дисплей. А это то, что включается в источник. Белые точно такие же. Смотрите. Скрепка должна быть другой. Скрепка точно такая же. Скрепка такая же. Точно, все такое же. Я просто брал два цвета нам для двух устройств. И вот в принципе прямо сразу мы можем это начинать тестировать. Работает это таким образом. Дело в том, что вы должны себе обеспечить, USB питание на эту штуку обязательно. Ну, я не буду распечатывать, у меня здесь хватит просто-напросто места. USB питание на эту штуку. Да. Включаете источник сюда. А дисплей, пошли за мной. Ну, обычно включают либо в телевизор, либо в проектор, да, там, ну, у нас и в телевизорах, и в проекторах есть сейчас USB, поэтому это все можно, в принципе, нормально сделать. То есть показываю вот таким образом. Сейчас будем тестировать. Смотрим, что оно у нас подключилось. Все работает, все хорошо. Теперь, так, моргает сейчас. Смотрим. Нам нужна скрепка. Видите, вот эти вот дырочки. Давайте вот покажу вам, как это в инструкции выглядит. То есть мы просто достали, включили. О, все, он перестал у нас моргать. Для того, чтобы сбросить, нам конкретно нужна скрепка. Теперь нам достаточно просто-напросто взять и включить источник сигнала. А где он у нас на HDMI? Какой? Во, смотрите.
Все включилось. Видите? То есть это у нас сейчас конкретно ТВ-бокс. И вот, пожалуйста, у нас ТВ-бокс работает. Да, для ТВ-бокс это не самая лучшая затея, потому что мы увидим с вами в настройках всего лишь 1080p. И эта штука абсолютно презентационная, либо для какого-то Full HD решения. Вот смотрите, давайте я вам покажу то, что нам дает Full HD 60 Гц. Ну, давайте попробуем 30 Гц. Сработает ли 30 Гц? Да, 30 Гц сработало. Давайте попробуем 50 Гц. Это для того, чтобы, если вдруг вы смотрите IPTV, то ваш IPTV был без задержек. Да, 50 Гц работает. И работает ли 2,4 Гц? Сейчас, ой, вернее 24 Гц. Сейчас попробуем. А ну. Да, 24 тоже работает, поэтому в принципе, если вы используете для SDR проектора, то SDR проектор подключить с этим можно. И даже смотреть там какие-то видосы, какие-то фильмы вы спокойно сможете. То есть вам достаточно просто-напросто взять и подключить его в какое-нибудь устройство, в какой-нибудь телевизор. Ну, давайте мы сейчас попробуем какое-нибудь наше видео, да, которое мы раньше использовали, посмотрим, как это красиво работает, либо некрасиво работает. Да, в принципе, о чем тут говорить, вполне отлично идет все. То есть мы понимаем, что это все у нас действительно хорошо отрабатывает. Что мы можем сюда подключать? Что насчет дальности? Давайте мы насчет дальности. До 30 метров спокойно отрабатывает штука. Кстати, если мы здесь выключим вот этот вот источник, то мы увидим с вами инструкцию подключения. Смотрите. Покажи, пожалуйста, инструкцию подключения. То есть там все расписано, все показывается, что, куда, и больше информации можно получить в описании под видео, называется. Но его же можно подключить не только, допустим, к ТВ-боксу. ТВ-бокс это так, чисто тестовая платформа. Основная его функция, основной функционал, это конкретно ноутбуки, это конкретно презентационные свойства. То есть вот эту штуку, приемник ставим в проектор, да, по факту, а ресивер мы вставляем в ноутбук и можем с вами, там, допустим, где-то работать в презентационном поле, скажем так. При том, что кабель достаточно долгий, вот смотрите, он достаточно длинный для того, чтобы на ультрабуке, например, если у вас по разные стороны, обеспечить подключение. Холодный старт занимает всего лишь несколько секунд. Буквально сейчас он включится. Во-первых, надо нам включить, пожалуйста. У нас включился монитор. Сейчас он в режиме зеркалирования. Так как у меня монитор 16:10, конечно же, там не полное у нас будет показывать изображение. Теперь мы включаем с вами, давайте попробуем попереключать различные разрешения. Во-первых, он сейчас ужимает 2880 на 1800. Видите, то есть это отлично работает. Если мы включим 1920 на 1080, то это будет полный экран. Мы можем также с вами сделать его и, допустим, расширить эти дисплеи. И это будет уже мультидисплейный режим, там где у нас по факту второй монитор, вот он, видите. Я могу туда перетаскивать, например, окна. То есть это как для беспроводного мониторинга, для презентации вообще отличная штука. То есть я уже сейчас вот вам могу сказать, что вот эти штуки я действительно рекомендую, мы их давно очень используем для работы, например, для организации работы на рабочем столе, именно Full HD решений в рабочих каких-то, в рабочей атмосфере. То есть, например, вам офисы, вам не нужны провода, да? Например, вам презентационные залы, вам тоже не нужны провода. Вы хотите оптимизировать пространство и убрать максимальное количество кабелей и всего остального. Вот эти штуки, они просто-напросто идеальны. Они не 4К, они не передают HDR. Хотя автофреймрейт они спокойно поддерживают, 24 кадра тоже вы это видели. Мы рекомендуем вот такие штуки. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.